Пока жители деревни хоронили близнецов, к ним подошел пожилой мужчина и вылил жидкость им в рот. И вы не поверите, что произошло дальше. Холодным вечером в пятницу родились близнецы Габриэла и Изабелла. Их мать Клара с любовью обняла их и пообещала любить и защищать. Она знала, что из-за ее поступков дети станут объектом насмешек. Но Клара сказала себе, что научит своих дочерей держаться прямо и никогда не позволять чужому мнению определять их судьбу. Да, она сама чувствовала себя неудачницей, но жизнь ее дочерей будет намного лучше, чем у нее. По мере того, как девочки росли, она часто говорила им, чтобы они никогда не доверяли мужчинам, и запрещала встречаться, пока им не исполнится 25 лет. Соблюдая все эти правила, Клара думала, что защищает своих дочерей. Она думала, что не дает им совершить те же непоправимые ошибки, которые допустила она. Но правильно ли она поступала? К сожалению, Клара была слишком слепа, чтобы видеть последствия своих действий. Вся эта история началась около 2 десятилетий назад. Кларе было 18 лет, и она была самой красивой девушкой в своей деревне. Многие состоятельные мужчины добивались ее любви и шли на все, чтобы показать, как сильно они заботятся о ней. Но Клара не влюбилась ни в одного из них. Вместо этого она полюбила бедного деревенского охотника Альберта, который был старше ее на 15 лет. Когда Кларе исполнилось 20, она решила, что хватит восхищаться Альбертом издалека, и призналась ему в своих чувствах. Сначала они были друзьями, но через несколько месяцев официально начали встречаться. Клара знала, что Альберт не любит ее так сильно, как она его, но ей было все равно. Она была по уши влюблена в него и боялась, что никогда больше никого не полюбит так, как его. Что касается Альберта, то он считал Клару заботливой, красивой, молодой и покорной, что для него являлось примером идеальной жены. Он не сильно любил ее, но почему-то знал, что она сделает его счастливым, и с ней у него будет душевный покой. И вот однажды вечером Альберт предложил Кларе выйти за него замуж, и она согласилась, предвкушая семейную жизнь, наполненную счастьем и смехом. К сожалению, брак оказался совсем не таким, как представляла себе Клара. Буквально через год стало очевидно, что они не подходят друг другу. Клара хотела любви и внимания, которые Альберт на самом деле не был готов ей дать. Что еще хуже, они не смогли зачать ребенка, хотя все медицинские результаты показали, что Клара способна к зачатию. Так почему же она не могла родить? Что ж, никто не знал. Прошло 10 лет, а у пары все еще не было ребенка. К тому времени они уже жили как чужие люди в своем крошечном доме. Альберт стал очень часто уходить из дома, и по деревне поползли слухи, что он встречается с молодой женщиной из соседней деревни. Иногда он уезжал на месяцы, а потом и на целый год, пока однажды не уехал, а спустя 3 года так и не вернулся. Кларе тогда было 40 лет, и она была одинока и несчастна. Именно в этот уязвимый период ее жизни в деревню приехал мужчина по имени Сэм. Они с Кларой случайно встретились на местном рынке и каким-то образом прониклись друг к другу симпатией. Видите ли, Альберт отсутствовал так долго, что Клара даже не знала, увидит ли она его когда-нибудь снова. А совсем рядом с ней был Сэм, который говорил ей, что любит ее и сделает все, чтобы доказать это. Он был любящим, заботливым и милым. Он был именно таким, каким Клара хотела видеть Альберта, поэтому она без памяти влюбилась в него. Довольно скоро Клара и Сэм начали тайно встречаться. Это было именно то, о чем Клара всегда мечтала. Так было до тех пор, пока однажды утром, когда она пришла к нему домой, соседи не сказали ей, что он навсегда уехал из деревни. Невозможно описать словами ту боль, которую Клара испытала в тот день. Через 2 недели после того, как Сэм уехал из деревни, Клара узнала, что беременна, и именно эта беременность привела к рождению близнецов Габриэллы и Изабеллы. Над Кларой насмехались из-за того, что она забеременела от мужчины, который не был ее мужем, но она не позволила этому задеть ее. Когда Альберт узнал, что Клара родила, он, наконец, вернулся домой.
Он собрал все, что осталось от его вещей, и уехал навсегда. Почему Клара не забеременела, когда была с Альбертом? Что ж, даже у Клары не было ответа на этот вопрос, но одно можно было сказать наверняка. Она защищала своих дочерей и никогда не позволяла мужчинам причинять им боль. Если бы только она знала, что своими действиями медленно роет могилу своим дочерям. У близняшек было очень скучное детство, и их подростковый возраст также не был богат событиями. Клара часто запирала их дома, потому что не хотела, чтобы они выходили на улицу и общались с мальчиками. Она хотела, чтобы дочери начали встречаться в 25 лет, думая, что к тому времени они будут достаточно зрелыми, чтобы быстро понять, когда их используют. Но когда Габриэле исполнилось 17, она начала встречаться с каким-то парнем. Правда, она скрывала это. Изабелла тоже начала встречаться с парнем в 18 лет, но держала это в секрете от своей матери и сестры. К сожалению, 2 года спустя Клара тяжело заболела, и врач сказал, что жить ей осталось меньше года. Лежа в постели, она заставила своих дочерей пообещать ей, что они никому не отдадут свои сердца, пока не станут достаточно взрослыми. «Я не хочу, чтобы вы когда-нибудь оглядывались на свою жизнь и сожалели об этом. Я хочу, чтобы у вас была идеальная жизнь», — сказала она им однажды утром. К сожалению, 2 недели спустя Клара скончалась. Даже после смерти матери сестры хранили тайну о своих отношениях друг от друга. Год спустя близнецы заметили, что у них обеих появились признаки беременности, но сказали друг другу, что, вероятно, у них грипп. Видите ли, несмотря на то, что они любили друг друга, им было неловко признаться, что они нарушили обещание, данное своей матери. Через неделю после того, как девочки узнали, что беременны, они сказали друг другу, что им нужно ненадолго уехать к подруге в гости. Габриэла первой покинула дом. Она сказала своему парню, что беременна, и он пригласил ее приехать, чтобы они могли отпраздновать. Она и не подозревала, что он замышляет против нее что-то ужасное. Час спустя Габриэла вернулась домой, но Изабеллы там не было. Примерно через 30 минут Изабелла тоже вернулась домой. 2 сестры начали болтать, когда внезапно почувствовали сильную боль в животе. Через несколько секунд они растянулись на земле. Боль была такой сильной, что сестры не сомневались, что они доживают свои последние мгновения. В этот момент Изабелла успела сказать: «Я думаю, что Тони Маршалл, мой парень, отравил меня. Я беременна, сестренка», прежде чем потерять сознание. Габриэла, которой было так больно, не могла поверить своим ушам. Ее сестра только что сказала «Тони Маршалл», также звали и ее парня. В этот момент все стало ясно. Тони обыграл обеих сестер, и он тайно встречался с обеими, а когда узнал, что они обе беременны от него, он решил лишить их жизни. Через несколько часов соседи обнаружили, казалось бы, бездыханных сестер в их комнате, и поскольку у них не было родственников, они решили немедленно их похоронить. Но как только собрались опустить гробы в землю, Альберт, которому было тогда 75 лет, внезапно появился из-за угла. Старик подошел к гробам, открыл каждый из них, а затем влил жидкость в рот девочек. Примерно через 2 минуты сестры начали кашлять и сели в своих гробах, прежде чем старик помог им выбраться. Жители деревни были так напуганы, что бросились бежать, крича, что мертвые сестры вернулись к жизни. Позже, тем же вечером, Альберт объяснил девочкам, что он был их отчимом, и хотя он бросил их маму, он чувствовал необходимость защитить их после ее смерти, поэтому он тайно наблюдал за ними. Он знал об их отношениях с Тони, но хотел найти подходящее время, чтобы рассказать им. Всего за 2 дня до этого он видел Тони в кабинете токсиколога, но не придал этому значения, пока не узнал о смерти девочек. Тогда он понял, что Тони приложил к этому руку, поэтому быстро раздобыл противоядие и спас их жизни. К счастью, Тони был позже задержан. 9 месяцев спустя у Габриэлы и Изабеллы начались схватки, и каждая из сестер родила по двойне. Да, Клара была прекрасной матерью, которая пыталась защитить своих дочерей так, как считала правильным,
но близнецы знали, что могут добиться большего. В отличие от своей матери, они не будут так строги к дочерям, потому что допускать ошибки и терпеть неудачи – это нормально. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.